Скажем коротко о том, что точно ясно относительно Венесуэлы сейчас. Мадуро вместе с женой захвачен американскими войсками. Трамп уже опубликовал фото арестованного президента Венесуэлы, уже бывшего президента, на борту американского корабля. Мадуро собираются повезти на самолете в Нью-Йорк, в суде Южного округа которого ему будут предъявлены обвинения как главе наркокартеля. Президент Трамп заявил, что сейчас в Венесуэле нет сил, способных навести порядок. США собираются установить в Венесуэле внешнее управление и в самое ближайшее время восстановить добычу и экспорт нефти. То есть, по всей видимости, можно ожидать дальнейших активных действий Америки там. Потому что одной только операцией спецназа и арестом Мадуро оккупационную администрацию установить невозможно. По крайней мере, пока, судя по всему, что нам известно сейчас, операция на данном этапе исключительно успешна. Режим Мадуро прекратил свое существование вместе с вывозом Мадуро в Штаты. И вот тут уже российская пропаганда ожидаемо вступает на очень опасную дорожку, сравнивая вторжение США в Венесуэлу со своим в Украину. На месте российской пропаганды мы бы особо громко не задавались детсадовским вопросом, почему американцам можно, а нам нет. От такого слишком сквозит беспомощностью. А почему же не можно? Вы же сами себе все разрешили. Попытались сделать то же самое. Лихо вторгнуться, развалить украинскую государственность, захватить или убить Зеленского и установить в Киеве лояльный себе режим. Янукович же даже в Минск уже на самолете прилетал. Собирался в Киев, по вашему указанию. Разница только лишь в результате. Мадуро конвоируют в Нью-Йорк спустя несколько часов после начала операции. А вы через почти 4 года после вторжения торгуетесь с ВСУ по вопросу о контроле над Купянском. Вам же нравится мир, где работает право сильного? А вот так оно, собственно, и выглядит. Сила определяется не способностью угрохать кучу народа и просрать сотни миллиардов. Сила определяется результатом. Вы войну проиграли, а Трамп выиграл. В мире, где правит сильный, вы оказались слабыми. Вот и вся разница. Вы можете сколько угодно победоносно захватывать руины хуторов, но счет на табло. Спустя 4 года минимум 300 тысяч трупов и под $1 триллион финансовых потерь. Власть в Украине живее всех живых. Это называется поражение. А у Трампа победа налицо. Есть же такая известная история с айфоном и Стивом Джобсом. В момент презентации первого айфона в руках Джобса было нерабочее устройство. Поэтому, чтобы случайно не сбиться, он все время подходил к стойке и сверялся со шпаргалкой. Какие кнопки в четко заданной последовательности нужно нажимать на экране? Если бы iPhone в итоге не выпустили или выпустили бы в виде нерабочего кирпича, который провалился бы в продажах, Джобс со своей презентацией стал бы величайшим корпоративным мошенником. Но Apple преуспел, и то, что в случае провала называлось бы мошенничеством, оказалось лихой смекалкой. Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе. Все в нашем мире определяется результатом. Победителей не судят. А вот тех, кто замахнулся и обосрался, чья армия оказалась разворована и некомпетентна, кто узнал об этом уже на поле боя, тех судят еще как. Поэтому пропаганде не стоит эту тему поднимать в принципе. А то кто-то же действительно задумается, почему им можно, а нам нельзя. И ответ будет для Путина в высшей степени неприятным. Теперь давайте к основной теме. Во-первых, следует сказать, что венесуэльская операция могла пройти успешно только в одном случае, если Мадуро сдали свои. Если охрана президента не препятствовала его пленению. Отряд Дельта американской армии, подразделение, конечно, в высшей степени компетентное, но состоит все-таки не из бессмертных суперменов. Если бы Мадуро защищали, ни о каком захвате за полчаса, ни о какой операции без жертв с атакующей страны речи бы не шло. Диктаторы на свете бывают разные, но всех объединяет большая забота о своей физической безопасности. А то, как описывает операцию американская страна, что Мадуро с женой захватили прямо в постели, говорит о том, что их в тот момент вообще никто не охранял. Когда американцы во время такого рейда не теряют ни единого самолета и вертолета, это называется не ПВО не справилось, а ПВО не работало. Пока все выглядит так, что режим своего лидера защищать даже и не планировал. Это самый поразительный момент. Когда оказывается, что все 58 колец охраны, которым окружен любой диктатор на свете, существуют ровно до тех пор, пока шефу не начинает что-то реально угрожать. Охраняют начальника, пока тот еще точно начальник. Но когда над начальником нависает угроза утратить свой статус,
когда охрана-то действительно становится реально нужна, когда нужна армия, нужны спецслужбы, оказывается, что никто за будущего сидельца помирать не собирается. Оказывается, можно одной группой спецназа зайти в страну, где 150 тысяч активной армии и еще столько-то десятков тысяч человек состоят в парамилитарных образованиях, так называемых коллективос, это местные титушки, где в спецслужбах разного рода тоже десятки тысяч. Так вот, оказывается, можно взять и зайти в страну, полететь на вертолетах, захватывать самого главного начальника, и никто ничего не станет делать. Сколько спецназовцев можно на вертолетах прислать за Мадуро? Ну, несколько десятков человек. Это и близко не армейское вторжение сотнями тысяч с бронетехникой и артиллерией. Если бы Мадуро защищали, никаких шансов у Дельты унести ноги живыми не осталось бы. Этот факт нужно всегда держать в голове. Режимы разваливаются не тогда, когда внутренние или внешние силы приходят их свергать. Режимы разваливаются тогда, когда никто не приходит их защищать. Когда вдруг выясняется, что несколькими десятками спецназовцев можно зайти вглубь 30-миллионной страны с сотнями тысяч вооруженных людей и просто забрать диктатора к себе в тюрьму. По тону моего повествования, я думаю, понятно, что наша редакция не испытывает ни малейших душевных терзаний относительно судьбы Мадуро и его режима. На то есть причина. Скажем о ней после рекламы. Какие бы ни возникали ограничения, люди всегда придумают обход. Начались блокировки, появились доступные и простые VPN-сервисы. Заблокировали российские карты, возникло множество сервисов, позволяющих оформить карту иностранного банка. Правда, такие карты не всегда доступны, и некоторые могут не везде работать. Но есть альтернатива – зарубежная карта от Card Club. Она доступна каждому. По сути, это виртуальная карта, которую можно пополнять криптовалютой и через СБП. Выпускается она в считанные минуты. Достаточно перейти по ссылке в описании, и буквально за несколько кликов вы сможете оформить себе такую и добавить в Apple Pay или в Google Pay и пополнить. Сможете сделать первую покупку буквально через пару минут после того, как перейдете по ссылке. Ничего сложного, вам не нужно разбираться в разных системах и криптовалютах, чтобы оформить карту и ей пользоваться. Интерфейс сайта интуитивно понятен, справится каждый. Кстати, помимо сайта оформить карту можно и через приложение в Telegram. Даже если у вас уже есть карта зарубежного банка, будет не лишним оформить еще одну для подстраховки. Ситуации бывают разными, поэтому лучше иметь несколько счетов и криптовалютные в том числе. А с карты Card Club вы легко сможете расплачиваться криптовалютой, как обычными деньгами. Комиссии прозрачные, вы сможете посмотреть их на сайте. А открытие карты сейчас совершенно бесплатное, но это временно. Так что оформите себе карту прямо сейчас. Это быстро и ничего не стоит. А потом, может быть, пригодится. Ссылка в описании. Спасибо, что смотрите рекламу. Продолжаем. Так вот, по тону повествования очевидно, что наша редакция не испытывает ни малейших душевных терзаний относительно судьбы Мадуро и его режима. На то есть причина. Режим этот выдающийся в своей ненормальности. Венесуэла – страна с самыми большими запасами нефти в мире. Почти 19% всей разведанной нефти в мире находится там. Это существенно больше, чем у Саудовской Аравии. Несравнимо больше, чем у России. У нас всего 6%. Потенциально Венесуэла – одна из богатейших стран мира. Она находится в благоприятном регионе. У нее, в отличие от сырьевых стран Ближнего Востока, к нефти не прилагается пороховая бочка в виде региона, где царствует религиозный фундаментализм. Кроме огромных нефтяных запасов, у Венесуэлы еще и очень удачное расположение с точки зрения рынков сбыта. Не нужно быть особо компетентным правительством, чтобы при таких исходных данных просто жить хорошо и богато, ведь вы буквально сидите на мешке с золотом. Сидя на таком мешке, правительство Чавеса, а затем Мадуро, довело страну до ручки. По ВВП на душу населения Венесуэла занимает 140-е место в мире, со своими $3000 вдвое уступая Тувалу, государству, расположенному на атоллах посреди Тихого океана, которое скоро уйдет под воду целиком, где нет ни населения, ни предприятий, вообще ничего, кроме домена .tv. Так вот, оно на душу вдвое богаче страны с самыми большими запасами нефти в мире. Венесуэла находится в перманентной макроэкономической катастрофе. Не только Мадуро гробил свою национальную валюту, но никто не превзошел его в том, чтобы делать это настолько последовательно. Раз в несколько лет выпускать новые деньги, чтобы тут же заново запускать спираль гиперинфляции. Кроме Венесуэлы, мы не знаем примеров, чтобы у страны закончились деньги на печать денег.
Режим в Венесуэле держит граждан в нищете и страхе. На службе Мадуро, помимо армии и спецслужб, стоят или стояли те самые титушки, коллективас, которые заняты произвольным насилием и выбирают целью как реальных протестующих, так и тех, кто протестующими объявляется просто потому, что их просто можно хорошенько пограбить. Потенциально богатейшая страна превратилась в наркокартель, который удерживает власть произвольным и бессудным насилием, усилиями которого Каракас долгие годы занимает одну из первых строчек в списке самых опасных городов мира. Когда такая власть падает, когда заканчивается власть натуральных бандитов, от внешнего ли толчка или без него, никакого сочувствия к ней быть не может. Они сами кузнецы своего счастья. Они сами сделали так, что у них в столице можно провести полицейскую операцию. Так что желаем удачи Мадуро на предстоящем суде в Нью-Йорке. Что касается последствий, то первое и главное очевидно. Если в Венесуэле возникнет худо-бедно реальное государство, если страна выйдет из-под санкций, то на мировом рынке нефти, который и без того страдает от перепроизводства, случится натуральный переворот. Сейчас бочка нефти Brent стоит $60. Это уровень февраля 2021, когда мир еще в значительной степени был закрыт антиковидными мерами. Такое рыночное равновесие сложилось в момент, когда страна с крупнейшими запасами практически отсутствует на рынке, почти не экспортирует нефть. Понятно, что значимый экспорт начнется не завтра и не через несколько месяцев. Но сама перспектива, что на рынке появится продавец, контролирующий почти пятую часть мировых запасов, очень тревожная для тех оптимистов, которые в федеральный бюджет России на 2026 год записали прогноз по баррелю Urals в $59. Самый говорливый представитель нашего олигархата Олег Дерипаска уже написал: в случае, если американцы вывалят такой объем нефти на рынок, то обо всей нашей системе государственного капитализма, где мегапроекты оплачиваются бесплатными нефтяными деньгами, можно будет забыть. И тут с ним не поспоришь. Заниматься дорогостоящими глупостями при дефиците бесплатных денег будет трудно. Внезапно может оказаться, что целые отрасли экономики, особенно завязанные на войну, просто не могут существовать без инъекций нефтедолларов. Кроме последствий финансовых, будут, конечно, и последствия общеполитические. Во-первых, важен сам по себе факт ареста действующего главы государства на чужой территории. Это, если брать 21 век мировой истории, прецедент. Да, Каддафи линчевали, Саддама Хусейна казнили, много кого хватали и судили в международных судах, но речь шла о людях, уже утративших власть к моменту, когда за ними пришли. Выкрасть действующего главу государства и вывести в другую страну для уголовного суда – это новое слово для нашего времени. Очень неприятный для многих диктаторов прецедент. Да и не только диктаторов. И можно предположить, что Владимир Путин ни на какую Аляску больше не ногой. Второе общеполитическое последствие – крайне болезненный удар по амбициям Путина. Мадуро уже второй за чуть более чем год большой друг Кремля после Асада, на помощь которому тратились большие ресурсы, но и те не уберегли от потери власти одним днем. И нынешний, в отличие от Асада, даже в Москва-Сити сбежать не успел. В чем ценность кремлевской крыши, которая, коснись чего, оказывается абсолютно беспомощной, совершенно теперь не ясно. Путин теперь в ситуации, когда ему и его официальным ведомствам ничего не остается, кроме как выражать глубокую озабоченность. В момент, когда американцы не просто свергли союзника, но официально объявили, что берут Венесуэлу под внешнее управление. В целом понятно, что перед нами сюжет не на день и не на неделю. В ближайшее время станет еще интересней. Пока мы только набросали то, что точно понятно и очевидно. Будем дальше смотреть и дальше разбираться. До завтра.